Вы знаете, я каждое утро просыпаюсь и улыбаюсь. И, собственно, это моя такая некая философия. Несмотря ни на что, у меня все равно все будет хорошо. Потому что другого пути нет. Популярность обрушилась на нее раньше, чем финансовое благополучие. Но Жанна не отчаялась, продолжая выступать, участвовать в шоу и сниматься в кино. Проект «Последний герой» стал поворотным моментом в ее жизни, после которого она покинула группу «Блестящие». Как и многие другие, Жанна мечтала о простых семейных радостях, доме, муже и детях. Однако судьба распорядилась иначе, и ей пришлось заплатить за это непомерно высокую цену. Жанна Фриске родилась в июле 1974 года в семье артиста и служащего столичного дома искусств Владимира Фриске и уральской красавицы Ольги Копыловой. Супруги ожидали двойню. Близнецы появились на свет раньше времени, на 7-м месяце беременности. К несчастью, у сына обнаружилась врожденная патология. Мальчик вскоре умер. Но девочка, получившая имя Жанна, сумела развеять горе родителей. При крещении она получила имя Анна. У Жанны обнаружился хороший слух и красивый голос, она участвовала в школьной самодеятельности. Будущая артистка с детства посещала школу спортивных танцев и балетную студию, а еще успевала заниматься художественной гимнастикой и акробатикой. Отец Жанны был музыкантом, и с 3 лет она проводила время за кулисами, пока он репетировал в Центральном доме работников искусств. В соседнем зале репетировали танцовщицы кардебалета, и Жанна с восхищением наблюдала за ними. С раннего детства она мечтала стать артисткой. В 9 лет Фриске поступила в балетную школу. Однако занятия балетом оказались для нее неподходящими, и родители разрешили ей бросить их. По отцу будущая певица была наполовину немкой. И в детстве Жанна чуть не эмигрировала с родителями в Германию. Их родственники давно жили за границей, и им там нравилось. Когда в семье Жанны родилась ее сестра Наталья, разговоры об эмиграции вспыхнули с новой силой. Жанна никуда не хотела ехать, ей было и дома хорошо. Дела у ее отца в бизнесе в тот период не ладились, поэтому он твердо решил перевести семью в Германию. Фриске даже съездили туда в отпуск. А потом Жанна заявила родителям: «Не поеду в Германию. Сдавайте меня в интернат, если хотите, а сами уезжайте». В тот день отец впервые грубо заговорил с дочерью: «Молчи, сопливая, будет так, как я сказал». К счастью, семейный конфликт был исчерпан, когда дела в бизнесе у отца Жанны пошли в гору. Переезд сначала отложили, а потом забыли о нем вовсе. После окончания школы Жанна попыталась поступить на философский факультет МГУ, но не прошла по конкурсу. Она стала студенткой Московского гуманитарного университета. Сначала училась на факультете культуроведения, который после 1-го курса сменила на журфак. Но уже на 3-м курсе Жанна бросила учебу. К тому моменту она уже работала с группой «Блестящие» как хореограф. В интервью Жанна рассказывала, что знакомство с продюсерами группы «Блестящие» состоялось благодаря ее молодому человеку. Сначала она занималась в коллективе постановкой танцевальных номеров и костюмами. После нескольких репетиций продюсер Андрей Громов понял, что Жанна отлично вписывается в коллектив «Блестящих». В мае 1997 года она стала 4-й участницей поп-проекта «Блестящие». За сценический псевдоним Жанна взяла фамилию бабушки, поволжской немки Паулины Вильгельмовны Фриске. Благодаря работе в группе Фриске завоевала любовь российского слушателя и уверенно закрепила за собой статус секс-символа. Решение уйти из коллектива исполнительница приняла после участия в проекте «Последний герой» 4-2003. А почему бы и нет? К этому времени у Фриске была своя армия поклонников, связи и, главное, желание развиваться самостоятельно. «Последний герой» перевернул ее сознание. Жанна поняла на том проекте, как мало ей нужно для комфортной жизни. Еще тогда она увлеклась индийскими практиками и решила начать сольную карьеру. Именно после этого проекта Фриске начала ценить каждый прожитый день и всерьез задумалась о замужестве, а также о рождении детей.
Ее сольный проект поддержал все тот же неизменный продюсер блестящих Андрей Грозный. Кроме сольной карьеры, артистка попробовала себя в качестве актрисы. В 2004 году зрители увидели фильм Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». В первом российском блокбастере Жанне достался образ обаятельной и свободолюбивой певицы Алисы Донниковой. Городское фэнтези выдвигалось претендентом на премию «Оскар» от России. Успешный актерский дебют вдохновил Фриске на продолжение кинокарьеры. За свою работу в «Дневном дозоре» Жанна получила премию MTV за лучшую женскую роль и номинацию «Прорыв года». Примечательно, что Жанна не боялась разрушать стереотипы, связанные с ее персоной. Например, в «Последнем герое» она пошла на то, чего так боятся многие ее коллеги, позволила снимать себя без макияжа и в самых невыгодных ракурсах. А в комедии «О чем говорят мужчины» она с легкостью и тонкой самоиронией посмеялась над сложившимся реноме секс-символа и роковой красавицы. Как позже признался критик Борис Барабанов, Фриске продемонстрировала именно тот градус ума и самоиронии, которого так боятся мужчины в женщинах. Фриске была объектом желаний тысяч мужчин. Армия поклонников сексапильной красавицы стремительно росла. О личной жизни звезды ходило множество слухов и сплетен. Ей приписывали романы с лидером отпетых мошенников Сергеем Амораловым, сплетничали о связи певицы с главным мачо российского шоу-бизнеса Дмитрием Нагиевым. Но никаких доказательств или подтверждений этим романам не было. По словам бывшей коллеги певицы по группе «Блестящие» Ксении Новиковой, в начале 2004 года Фриске сделала аборт, в то время Жанна встречалась со своим продюсером Андреем Грозным. Выбирая между карьерой и ребенком, солистка выбрала сцену. В августе 2011 года в средствах массовой информации написали о новом увлечении звезды. На этот раз ее избранником оказался телеведущий Дмитрий Шепелев. Но пара отрицала связь. В конце концов, большинство поклонников звезды сошлись во мнении, что роман Фриске и Шепелева – некий маркетинговый ход для привлечения внимания к двум медиаперсонам. Окончательно сомнения развеялись, когда в Твиттере Жанны появилась интригующая запись «Наша история любви будет бегать в подгузниках». На что Дмитрий Шепелев ответил: «Хочу, чтобы наша история любви поскорее бегала». Так фанаты 38-летней артистки узнали о беременности Жанны и о том, кто приходится отцом малышу. Первенец, названный Платоном, появился на свет в апреле 2013 года в Майами. Несколько первых месяцев пара провела в Америке. Церемонию бракосочетания влюбленные планировали провести после возвращения в Москву. Казалось, мечты Жанны о детях и простом женском счастье сбылись. Материнством Фриске было отмерено наслаждаться всего год. Из-за сильных головных болей она прошла обследование. Врачи выявили у нее неоперабельную опухоль мозга. Ходили слухи, что об опухоли певица узнала еще во время беременности, но отказалась от лечения, чтобы не навредить малышу. Еще поговаривали, что она проходила процедуру ЭКО, чтобы забеременеть. И эта процедура могла спровоцировать рак, но подтверждений этим догадкам не было. Это были просто слухи, которых всегда много вокруг известных персон. Для лечения звезды был объявлен сбор средств. Химиотерапию ей сделали в Америке, а восстанавливалась Жанна в Юрмале. В Китае Фриске узнала, что вошла в ремиссию. Но счастье было недолгим. В болезни певицу поддерживала подруга Орлова, ее родственники и муж. Последние 3 месяца своей жизни Жанна провела в коме. Отчаявшиеся родные сражались за ее спасение всеми средствами, в том числе обращались к нетрадиционной медицине. Звезда скончалась вечером 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет в подмосковном доме в Балашихе. Причиной смерти стала неоперабельная глиобластома головного мозга. А потом разразился скандал. Кажется, он тлел уже тогда, когда женщина находилась на смертном одре. Семья Фриске, ее отец, мама, сестра Наталья и близкая подруга Ольга Орлова не стеснялись в выражениях, когда речь заходила о гражданском муже артистки Дмитрии Шепелеве. Говорили о том, что он уехал и увез сына на курорт в Болгарию, когда Жанна умирала.
Дмитрия не было на панихиде, он приехал только на похороны гражданской супруги. Позже появилась информация, что Дмитрий запретил семье умершей певицы общаться со своим сыном Платоном Шепелевым. Вся эта безумная какофония выплеснулась на экраны телевизоров в скандальном шоу Андрея Малахова «Пусть говорят», разделив поклонников Фриске на два непримиримых лагеря. Время от времени в желтых СМИ писали о якобы нападении Владимира Копылова на несостоявшегося зятя. Шепелев заявлял об угрозах, поступавших ему от отца Фриски. Тот обвинял Дмитрия в продаже последних фотографий смертельно больной жены желтой прессе и обещал отсудить право на воспитание внука. Выяснилось, что Русфонд собрал на лечение певицы больше денег, чем требовалось. Эти остатки искали все, кому не лень. Родные исполнительницы указывали на Дмитрия Шепелева, он отвечал им тем же. В суде было доказано, что деньги со счета сняла мать певицы, но согласно вынесенному решению, средства были взысканы со всех наследников Жанны, ее родителей и сына Платона. История скандалов между Шепелевым и родителями артистки периодически пополняется взаимными претензиями и судебными исками. Копыловы стремились получить опеку над внуком, пытались запретить Дмитрию продажу доли квартиры, отошедшей ребенку по наследству, намереваясь подарить недвижимость внуку после совершеннолетия. Но вскоре они сами предложили зятю выкупить принадлежащие им 2/3 квартиры. В 2020-м Копыловы через суд обязали Шепелева вернуть им 7 миллионов рублей, уплаченных супругами в Русфонд по обязательствам внука. Вместо денег родители певицы получили право собственности на наследственную долю Платона Шепелева в квартире его матери. В 2016 году на могиле артистки ее родные и близкие поставили памятник в виде скульптуры фриски в полный рост. Спустя много лет песни Жанны по-прежнему остаются популярными, а ее поклонники, родные и друзья продолжают искренне скорбеть о раннем уходе певицы.